Так, всем привет. Ждем сейчас остальных. Прежде всего, меня интересует в YouTube, господа, посмотрите мне, кто уже слышит, видит, как у нас, собственно говоря. Димка, привет. Привет. Посмотри, пожалуйста, как у нас там. Алексей, добрый, добрый. Так, ну что, господа, давайте начнем. Давайте тогда начнем все постепенно подсоединяться. Все слышно, слышно и хорошо видно, отлично. Так, ну давайте с S&P. Так, ну здесь у нас, в принципе, все уже отмотано, нормально здесь вроде, да, 25 число, 25. Ну, смотрите, в итоге сегодня была попытка выйти на 480. Мы это видели. Я сегодня, кстати, долгое время отсутствовал в начале дома, потом приехал, занялся очень долго настройкой еще, продолжил с шара настройки непосредственно для торгов. Сегодня вам его, кстати, пропрезентую. На нем будем сейчас смотреть, кстати, анализ тоже на ближайшие прогнозы, потому что он сейчас показывает очень все четко. Я в нем допилил все моменты, которые меня не устраивали. Он сейчас будет показывать и точки разворота, при том с вероятностью, где эти точки разворота могут не сработать, где может даже какой-то прикинуть сценарий. Сейчас все вам покажу, расскажу. Притом он универсальный, я его сделал, чтобы можно было под любой таймфрейм, под одноминутку, 5, там, 15, что хочешь. Хоть там дневку, недельку, неважно. Работает математика чистой воды, как вы любите, поэтому чисто прогнозная база достаточно хорошая. Конечно, не Грааль, но уже очень близок к этому. Значит, смотрите, по S&P, я сегодня как раз, когда вот, собственно говоря, настраивал, видел вот этой попытки на пробой 480, сейчас он пытается пройти на 163. Смотрите, включу его вам прямо на этом шаре. Одна минутка. Смотрите, что происходит. Вот прямо на нем и покажу. Это S&P 500. Вот здесь сейчас идет попытки пробиться на 163. Проход на дальнейшее движение по тренду находится в зоне 167. И мы, как видим, здесь есть точка разворота и одновременно сразу два сопротивления. То есть это говорит о том, что эту зону надо будет преодолеть, и это сделать не так просто. Цели, грубо говоря, под конец дня, они располагаются в районе 173. То есть возврат на 180 вполне может быть, если мы сейчас пересечем вот эти 167. Вначале мы пытаемся пробить вот этот 163, вот мы прямо здесь вот сейчас стоим как раз, да, и после этого 167. Как только пробиваем 167, уже выход к 180 становится вполне себе реален. Но если мы сейчас 167 не пробиваем, то мы возвращаемся вот к этому сценарию. Смотрите, также была здесь точка разворота, и сразу два сопротивления, абсолютно разные алгоритмики, показали, что здесь было сильное сопротивление, вернее, поддержка, простите. И вот он, собственно говоря, сюда пришел, не пробил эту точку разворота и пошел вверх, пробивать как раз верхний диапазон. Вначале нужно было пробить 163, вот сейчас он это пытается сделать, и дальше 167. Если он их, хоть один из них не пробьет, разворот пойдет с пробоем, судя по всему, 154. Но на самом деле это вполне может быть. Я как бы не исключаю этого варианта. Несмотря на то, что мы все-таки на 180 ходили, не знаю, на чем сейчас Сиплова поднимает, честно говоря, потому что сегодня, я говорю, не очень я, так сказать, успел сегодня последить за фоном, даже аналитику не смог сделать. Сейчас посмотрю, кстати, может быть, сегодня данные хорошие вышли по ожиданию. Там, по-моему, сейчас я посмотрю, что сегодня выходило. Возможно, данные сегодня вышли. И он, наверное, может быть, на это сейчас так реагирует. Сейчас посмотрим. Так, во-первых, сегодня был этот... так, подожди, у нас четверг. Четверг у нас, да, о чем показывает, не пойму. Сегодня четверг. Так, вот. Значит, Джордж был у нас, ФРСник выступал. ВВП вышел, все понятно. ВВП вышел, прогноз был минус 0,8, предыдущий минус 0,9, а сейчас 0,6. То есть ВВП, судя по всему, становится лучше. Так, вот еще что. Число первичных заявок на получение пособия по безработице 243. А вот пособия продолжают снижаться, господа. То есть это, конечно, хорошо, судя по всему, для того, чтобы как раз рынок не уводить, как говорится, в медвежий.
это понятно. А, собственно говоря, непосредственно для ФРС это не очень хорошо. Поэтому тут как бы ситуация неоднозначна. Но, судя по всему, на этом и начали потихонечку подниматься. Симпозиум, кстати, в Джексон-Холле начался в 4 часа, это тоже надо учитывать. Как говорится, все новости оттуда, безусловно, будут тоже здесь влиять. Но я думаю, что все равно 4200, что-то я пока слабо верю, что они сегодня в итоге пойдут. Вот здесь еще раз можем посмотреть, как идет попытки пробоя. И вот сейчас на 167 ждем, будет ли здесь сейчас пробит. Точка пробоя здесь она значит, то есть развороты есть. И, соответственно, на продолжение по тренду. Дальше, если здесь будет пробой, то это однозначно выход, судя по всему, на 180. Даже по целям на сегодняшний день 173 он ждет. 173 он ждет, либо откат как минимум на 155. Поэтому вот это фактически середина зоны. На самом деле, это так называемая серая зона, где, грубо говоря, определяется боковиком. И дальше, то есть это чистый диапазон. Вот сейчас будем смотреть, как он будет преодолевать 167. Сопротивление здесь достаточно серьезное, несмотря на то, что это минутный график, они достаточно серьезные. Сейчас посмотрим, как он с ними справится. Здесь довольно серьезное сопротивление. Попытки вернуться, конечно, на 180, это уже видно. Но если это все-таки не удастся, тогда мы ждем пробоя вот здесь. Там, где он только что попытался перед этим сходить. Сейчас посмотрим, пробьет он здесь или нет. Вот здесь прям ровно нужно прорвать. Здесь, кстати, если он пробьет, в принципе, здесь даже будет ускорение. То есть вот здесь ему ничего не мешает. Может даже импульсом начать разгонять. И смотрите, и обратный вариант. Если он все-таки пробьет ниже 163 опять, то тогда, соответственно, пойдет вниз. Ну вот идет пробой вверх. Идет пробой вверх. Сейчас посмотрим, удастся ему закрепить или нет. Пока не удается, посмотрим сейчас. Остановка четкая. Прямо где указано, там она и есть. Именно поэтому здесь очень хорошая прогнозность. То есть, если даже мы знаем, что есть точка разворота, раньше было сложно понимать, будет пробой на самом деле, и пойдет ли он дальше вверх или нет. Или там вниз, например. Здесь теперь есть четкие определения точки, где непосредственно есть сопротивление, притом разные алгоритмики, с разными абсолютно настройками, и вообще разные инструменты даже используются. Поэтому кто-то работает очень быстро, кто-то, наоборот, более замедленный. Поэтому здесь более такая револентная картина складывается. Не какие-то просто какие-то скользящие. Так. Вот сейчас будем ждать. Видите, 167, четкая остановка. Вот он нам это и показал, что здесь будет остановка. Вот это шла, а это к ней пришла. Утверждая, что здесь сильное сопротивление. Поэтому мы знаем, что здесь может быть не пробой. И тогда пробивать будем нижнюю зону. Точка на разворот появится ниже 163. То есть вот здесь появится знак на шорт. Если только быстро все и резко не поменяется в обратную сторону. Вот ниже 163, грубо говоря, если бы мы торговали на S&P, шортить было бы нельзя. Вот эту всю зону он может отторговывать. Вот. Пока не получается преодолеть. Сейчас может поступить первый сигнал на разворот, кстати. Это притом 1 минутка, даже не 5. Но настроено все таким образом, чтобы учитывались самые старшие таймфреймы. Чтобы не скакать. Почему и как бы вот этот график сейчас станет универсальным. Вот пытается опять. Еще раз. Но поддержка у нее здесь есть на 165. Вот сформируется тоже она. Пытаются его поджать, конечно, вверх. Но видно, что 167 пока не сдается. Сейчас посмотрим просто. Мне интересно, куда он пойдет. И дальше будем разбирать. Я просто перед прямым эфиром как раз заканчивал этот процесс. Смотрел за этим сценарием. Сейчас продолжим.
Все бумаги тоже будем смотреть на этом графике в том числе. Тут очень много чего он учитывает. Очень много. Всякого якого. Специально сделан для торгов. Вот остановка четко пока отрабатывается. Ждем. Но силы пока вроде есть. Сейчас, возможно, будет небольшой откат. Может, даже с таким с ускорением. А потом попытка опять нового отскока. Вот, надо смотреть сейчас за 165. Она ему сейчас как поддержка служит. Идет поджатие. Вот видите, на одноминутке, когда многие там рисуют клины всякие и так далее. Вот здесь, грубо говоря, математически, чисто в автоматическом режиме такой идет клин. Формируется. Вот. Попытки выйти опять за 167. Пока давят. Вот здесь должно быть ускорение. Если он сейчас проходит за 167, то здесь даже ускорение должно быть. Цель у него вот она. Вот он. Начинает пробовать. Но уже, по крайней мере, за сопротивление зашел. Преодолеть пока не может, но за сопротивление уже зашел. Дальше сюда. Ну и это, скорее всего, уже... Вот оно пошло. И здесь, скорее всего, уже, конечно, до 180 тогда можно будет дойти. Здесь у него тоже сопротивления нет, хотя точка, где он тоже тормознуть может, около 175. Но это все говорит о том, что уже есть шансы прийти на 180. Ну вот, собственно говоря, вот этого я и ждал, что сейчас вот посмотрим, как он закроется. Все, судя по всему, идет он все-таки сюда, к этой цели. На 173. Сейчас, по идее, может даже спокойно ускоряться. Уже вот в этой зоне у него ничего ему не мешает. И если вдруг неожиданно его развернут, мало ли, то как только будет за 163, это будут признаки уже обратного хода. Вот всю вот эту зону не считать. Попытки закрепиться сейчас, наверное, до 166. Но он тянет за собой поддержку. Пока все хорошо у него. Тренд вроде вверх. Ну все, давайте тогда дальше смотреть. Все понятно. Короче, идет он, судя по всему, уже на 173 и, судя по всему, может прийти и на 180. В общем, короче, S&P, скорее всего, ждем под 180. Не знаю, выйдут они на 4200 или нет. Возможно, все-таки сейчас вот эта положительная ситуация с ВВП и так далее сыграли роль. Так, давайте посмотрим, что у нас с десятилетками. Десятилетки пока приуныли. 25-е, да, приуныли маленько. Но ничего страшного. Они сюда на 3,2 еще могут вернуться. Это уже понятно. Нефть в итоге у нас отходит на соточку, хотя пробовала удержаться в районе 101-102. Вот здесь они пытались удержаться. Но это тоже пока не критично. Перед Джексон Хоулом он сейчас как раз и в процессе. Завтра выступление Пауэлла, так что это нормально. Золото начинает потихонечку свое движение в сторону 1820. Еще пока не проходит месячную коррекцию, но в целом это уже говорит о том, что явно он туда собрался. Про S&P 500 только что посмотрели и поговорили. По NASDAQ 12600 будет пробовать вот здесь вот, естественно, на пробой. И потом 12700. Ну и понятно, куда он будет. Это, естественно, 13 тысяч. То есть это в итоге дорога на 13 тысяч. Но самое главное, отстояли вот этот уровень на 12400. Вот этот отстояли. Дальше поехали. Russell 1947. И, естественно, это уже в район 2000 будет обратный возврат. У него там, я помню, очень неплохая была динамика, когда, так сказать, начиналась положительный фон
по S&P и прочее, он довольно хорошо, быстро разгонялся. Отчеты тоже показали, насколько мы помним, что компании в реальном секторе тоже там неплохо себя чувствуют. Инфляцию переложили на потребителей, поэтому я думаю, что 1980-2000 это вот мы по Расселу увидим. По индексу РТС ожидания, я думаю, скорее всего, здесь все-таки завтрашнего дня, наверное. Мосбиржа то же самое, да, правильно же, 25-е, 25-е, все правильно. Так, доллар-рубль. Ну, вот экспортеры сегодня заканчивают окончательно свои распродажи, выручки. И я думаю, что, конечно, доллар сейчас пойдет. Пойдет 61.50, 62. Вот туда точно можно ждать. А дальше, соответственно, это 63, 63.50. Но вот сейчас будет 62.50. Ближайший, наверное, будет 61.50. 62.50 первым кварталом. Будут причины на это, наверняка за счет подъема ставок это произойдет, и продажи пока тоже не будет. Плюс у нас новое бюджетное правило начинается. Кстати, по Европе, там, по-моему, у них должны были они выступать то ли сегодня, то ли завтра, по протоколы свои публиковать. Не видел, пока времени не было. Но видно, что евро окреп, несмотря на то, что как бы сейчас ситуация с газом. Может быть, конечно, что они там турбины, сейчас вроде 5 штук там какие-то, тоже как бы это Шольц там сказал, что Канада там вроде отдает. Но там, короче, тоже история пока непонятная до конца. Но то, что, скорее всего, протоколы, наверное, поэтому, если вышли, то там понятное дело, что ставку будут поднимать, поэтому, может быть, это еще повлияло, надо посмотреть. Так, ну и по биткоину, господа. Ну, тут все понятно. В 22 тысячи мы так и пытаемся вернуться, собственно говоря. Ничего тут не поменялось. Удерживаем в районе 21,5. И, собственно говоря, на 22. Так, ну давайте теперь смотреть по запросам. Так, привет. Посмотри. Магнит, пожалуйста, уровни. Вот, кстати, давайте теперь посмотрим магнит на нашем вот этом шарике. Там мы потому что видели, что магнит у нас... Давайте прям дневочку возьмем. Он сейчас будет считать у нас все. Все. Мы видели, что там 5400 было, да? Вот он, 5400. Здесь сравниваем. Этот у нас график никуда не денется. Он тоже является основной. Он чисто дневной. А тот у нас будет дополнительный помощник на прогнозы. Так. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Здесь 5400 как раз он пробил, по-моему, да? Вот он. 5400 пройден. И мы говорили, что следующий будет 5800, да, сопротивление у него. Смотрим здесь, что у нас. Вот мы и видим, что на 5800. Притом здесь сопротивления нету. Обратим внимание, здесь нету сопротивления на 5800. Но есть как раз та самая точка, которая, соответственно, будет либо пробита, и дальше выход на 6200, а дальше на 6600, потому что дальше 6800, но здесь сопротивление на 6600. Это дневка, еще раз говорю. Поэтому, вероятнее всего, если так смотреть даже по 5600, это вот у него, грубо говоря, он выработает всю свою зону по изменению, а дальше 5800. И вот там может быть как минимум разворот. В общем, вот у 5600, 5800 надо быть уже как бы готовым. Так, ну давай посмотрим 5 минутки, что здесь происходит. Вот по цели мы видим уже сразу. Так, сейчас он все у нас догрузит. 5460. Остальные все фактически рядом с ценой. 5440, 5400, 5433, 5448. Вот здесь ему пока явно двойное сопротивление. То есть буквально на сегодня, не знаю, пройдет он за 5500 или нет. Ну, то есть сможет пройти или нет, пока не факт. И завтра. Но цель вверх уходит на 5460. То есть на 5460 он метит. Здесь, в принципе, тоже это видно. Вот он, да, на 5460 он метит. Мы, в принципе, ждали, что он должен пробить вот этот 5440 и тогда пойти вверх. Так что, скорее всего, пока у него динамика вверх сохраняется, единственное, что вот здесь вот локально на 5 минутке и около 5448, вот видно, придержали. Придержали. Вот тут такой момент возник. 5500 его как бы не дали зайти. Ну и падать он как бы пока не собирается. Кстати, чистый рейндж стал. Вот он.
когда буфер делится на части, верхняя и нижняя граница, да, это говорит о том, что здесь консолидация. А я очень долго пытался найти, как бы мне все-таки определять вот эту консолидацию, боковики так называемые, да, и вот, собственно говоря, вот такая конструкция получилась. То есть, если вот такой буфер, есть нижние границы, есть верхние границы, это говорит о том, что здесь идет консолидация. Соответственно, выход в тренд либо в этой зоне за 5446, либо тренд вниз при пробое 5434, вот здесь, вот в эту зону. Но мы видим, что здесь тоже поддержка выходит, то есть это говорит о том, что здесь вероятность пробоя понижается, да, цели внизу тоже есть, вот они тоже здесь проходят. И поддержки тоже есть на 5400, на 5370, тоже вот точка разворота сразу совпадает с уровнем, поэтому стало очень удобно ориентироваться, где могут быть не пробои на самом деле. А движение в эту сторону вполне может быть. Но вот по целям пока самые нижние, по-моему, цели это 5420. Вот. То есть буквально коррекция, и то не ниже получается даже вот этого уровня. То есть фактически сейчас, если смотреть, у него коррекция буквально не выше, не ниже уровня 5400. То есть тренд пока явно намечен вверх. Вот по всем признакам. Так. Так. Мика, да, давно тебя не было, согласен. Так, сейчас. Так, Слава, посмотри ЦЛСК, какие цели на сегодня. Сейчас, Клинспарк. Это сразу сюда идем тогда. По уровням это все сюда. КЛСК, по-моему, да? ЦЛСК, Клинспарк. И 5-минуточку. Так, смотрим. Так, сразу у нас наглядная картиночка начинает рисоваться. Ну вот, сразу на 5-минутке видим сопротивление в районе 4,65. Точка пробоя должна была быть на 4,70. Цели не выше 4,64. Все четко и наглядно. Поэтому, скорее всего, ну вот S&P сейчас начинает потихонечку. Смотрите, 170. Где мы говорили цель там? 173. Правильно? Помните? Я вам показывал. Ну, сейчас посмотрим еще раз. Сейчас вернемся быстренько. Притом на 1 минутке это было у нас. Ну-ка, сейчас посмотрим, как это работает. И вернемся к Клинспарк. Вот я к этой цели вам показывал, 173. Вот он сейчас к ней прям и идет. Вот он сейчас к ней идет. Поэтому по Клинспарк, скорее всего, он тоже дойдет вот до той верхней цели. 4,70 или сколько он там показал. В общем, ждем вот здесь вот 173. Можем здесь будем смотреть. Это будет говорить о том, что цель будет здесь отработана. Но это не остановка на самом деле. Еще раз говорю, здесь уже появляется шанс выйти и на 108. И это притом 1 минутка. Так. КЛСК. Обратно возвращаемся. 5-минутка. Да, 4,70. 4,70. Вот они цели. Вот не знаю, пойдет он здесь на пробой, я очень сомневаюсь. Вот это серьезное для него сопротивление 4,63 и вот это 4,66. Поэтому вот здесь цель уходит, но будет ли пробой или нет, если S&P в итоге дотянут до 180, ну вот я думаю, где-то это 64 будет. Может быть, даже там попытка выйти за 66, но не выше. Но не выше. Это точно. Так. Дальше поехали. Добрый вечер, Вячеслав. Посмотрите, пожалуйста, детский мир. По нему отчет перенесли, сливать или нет, непонятно. Спасибо, сейчас посмотрим. Так, ну это по привычке, сразу идем сюда, по сигналам, если что, сразу здесь глянем, что здесь происходит. Так, на 5-минуточке посмотрим ближайший сценарий. Ага, диапазон. Очень много сопротивлений в районе 87, 88, 86. Вот прям плотником. Это говорит, конечно, скорее всего, о диапазоне, пока нахождение в диапазоне. Правда, пока лонговый, видишь, весь буфер находится под ним. Притом вот с этого момента, как вот он начал вот этот тренд демонстрировать, вот даже где откаты были, он не пробивал тренд, он его держал и до сих пор пока держит. То есть пока он нацелен явно вверх. Вот это уровень, по которому поэтапно начнет прорывать, как только зайдет за 87, 87, 40, 87, 80, 20,
88-20. И туда он пойдет. Так, а сейчас посмотрим. Пока держится лонгово. Вот после вот этого вот момента отскочил тоже четко, отработав по уровням. Вот он 85-20. 84-80. Всех он четко отработал. И в принципе, пока после вот этого вот отскока вполне себе еще пока выглядит в лонг. Еще пока выглядит в лонг. Здесь какие-то у нее такие еще движения на глубину пытается уйти. Вот первая только попытка разворота пошла, но пока 86-20 не покинет. А там, кстати, вот поддержка еще. Вот она проходит. Вот она проходит. 86-20. Серьезная достаточно поддержка. Поэтому я думаю, что он, может быть, все-таки и не будет прорывать вниз. Дождется. Сейчас посмотрим, что на дневном графике чисто у него выглядит. Так, пойдем. Ну да, вон там этот видно диапазон. Видно диапазон. 88. Ну вот мы, в принципе, это и увидели. Вот он. 87, 40, 88, 88, 20. А пробой именно нужен за 87. Вот 87, притом здесь сопротивления нету, там есть. И вот граница максимальных цен. 87. Вот он, в принципе, вот здесь и пытается сейчас прорваться. И удерживает минимальные. Ну, то есть я думаю, что, скорее всего, здесь просто так же может быть, как с этим. С Озоном. Он тоже там долго-долго стоял, выскочил. В Яндексе также, кстати, история. Тоже он стоял, потом выскочил. Чистой воды ожидания. И пока лонговый, скажем так, у него настрой. Так. Алексей, посмотрите, пожалуйста, ТАЛ. Стоит ли, стоит ли ждать дальнейшего роста по вашему мнению? Да, ТАЛа. Ну, мы это говорили, на самом деле, про ТАЛ. Я уже говорил, что пятерочки он потихонечку у нас восстанавливался и пришел. И дальше, естественно, шестерка. Сейчас посмотрим. Сейчас, кстати, посмотрим на том сразу, по сигнальчикам. Так. Вот сопротивление мы встречаем в районе 5.50. Это второй квартал. Первый был пробит, это вот он закрепил его. Целей там, по-моему, насколько я помню, дольше только вот исторические, возврат на 24.42. А так, в целом, больше у него все в основном внизу, конечно. Но они, правда, все перестроились наверх. Я думаю, что, конечно, стало опасно рисковать. Я бы, конечно, до 5.50, допустим, подождал. Даже, может быть, поменьше, где-то 5.40, вот как здесь было. И лучше бы пока вышел. Вот, кстати, в свое время тут чертил. Вот они у меня линии. Это мы еще до этого, когда... Короче говоря, я бы пока, честно, опасался. Он как бы идет вверх, да. Но я думаю, что здесь может возникнуть коррекция. Ну, давай здесь посмотрим. По его характеру он очень часто... Раньше он даже уходил там на 3.80. Сейчас, наверное, он так уже уходить не будет. Вот даже если здесь смотреть, 4.55 просто минимум. 4.55. Ниже ни одной. Вот его тянут на 5.40. И там же сразу идет сопротивление одновременно. То есть это вот как раз подтверждает, что, вот как я сказал, что лучше бы до 5.40. Пойти туда пойдет, но тут же сталкивается с сопротивлением. 5.38, 5.40. Опять же в боковичке. Вот он буфер. Два пробоя должны быть. Либо в эту, либо в эту сторону. Откат у него может быть вплоть до 5.20. Притом поддержек здесь нету. Здесь поддержек тоже нету. Тал в этом плане опасный, конечно. Чем он выше поднимается, тем он опаснее становится. Вот у него плотняк какой внизу ложится. В зоне 4.75, 4.60, 4.55. Но это все вот говорит как раз, что он у 4.50, где первый квартал закрепляется. Вот здесь он точно закрепляется. То есть уже вот походов на 4, там 3.80, как он ходил, уже маловероятно. Все-таки тренд у него, как я уже говорил, тогда постепенно идет вверх. Но вот у этих зонах очень опасно. Вот у 5.50, 5.40 здесь может разворот быть. Ну, по крайней мере, коррекционный. Не могу сказать, что это будет падение, нет. Но разворот такой может быть. И произойдет он как только... Вот кстати, на 5-минутке... Нет, еще не поступил сигнал на разворот. Вот он как начался, вот он этот тренд пока сопровождает.
Вот по нему будет первый сигнал. Это будет 5.30. Пробует 5.30, и уже тогда есть вероятность, что он может пойти вниз. Но опять же, не факт. Надо будет на самом деле, чтобы полностью... Это будет только первый сигнал на то, что он, грубо говоря, перестает пока расти. Но как только, допустим, он восстановит 5.30, он опять, естественно, продолжит. А вот именно так, что он может прямо развернуться вниз, это вот ниже 5.26 он должен идти. Вот здесь вот. Прорвать 5.26. И то что-то пока он так не выглядит. Он, скорее всего, здесь тормознет, я думаю, что, скорее всего, тормознет. Вот, смотрите, 174, видите? Я вам говорил, на 173 он придет. И вот он и пришел. И, естественно, мы идем куда? Сейчас, одну минутку. Ну, вот она цель. Вот она, 173. Мы отработали. На 180. Вот он, 175, про который я говорил, что потом прорвем. И на 180. Здесь сопротивления нету, но вот здесь буксанул. Так что по Аталу я бы тоже, пока, честно говоря, сопротивление есть. Здесь-то есть сопротивление. Там-то его не видно, а вот здесь есть. Как раз в районе 170. Сколько там? 175. 175. То есть не факт, что он здесь сейчас пробьет. Его прорывает. Насчет 180. Сейчас посмотрим. Еще надо закрепить. Это только первая попытка пробоя. Но там недельная коррекция на самом деле. Но я думаю, что если здесь он на 5 минутке ничего не видит, то скорее всего на 180 он идет. Так. Дальше поехали. Значит, по Талу сказал, рост будет, но после коррекции, вероятнее всего. Надо там смотреть. Так, посмотрите, пожалуйста, ГМК. Где подобрать можно? Вот это можем сейчас посмотреть как раз на этом. ГМК. Норильский никель. Ну, давай посмотрим сразу на дневки. Так, глобально посмотрим. Потом перейдем на 5-минутку. $15,336 он формирует себе поддержку. Здесь его локальненько не пускают на 15.500. Пока в шорте, но первый разворот прошел. Первые два сигнала поступили. Но пока еще не вышел шорта, еще надо будет подниматься. Где подобрать? 15.171, но даст ли? Сложный вопрос. Давай смотрим 5-минутку. Российский рынок, мне кажется, что-то как-то уже вниз-то маловероятно пойдет. На 5-минутке. Так, здесь он пробил и пошел вверх, тут же развернулся. То есть здесь вот это движение вниз не стало развиваться, тут же пошел сигнал на разворот. И он пошел вверх. Здесь пробил, но вот на 1545 тормознулся. Значит, скорее всего, может быть попытка пробоя на 15, простите, 350 или 15,365. Вот здесь где-нибудь, вот в этой зоне, если он вниз не пойдет, вот здесь можно будет еще подобрать. Цели у него где-то 15,330. Ну-ка, подожди, да я его сейчас вот здесь посмотрю. ГМК. ГМК, все время путаю, как ГМК, блин. Да ё-моё. ГМКН. Сейчас. Так. Ну, сейчас посмотрим. Как-то, блин, непонятно, где пока его можно будет подобрать. Он же, я смотрел, вот тогда что-то там как-то в таком диапазончике был. Да, вот он. Но, судя по всему, это все-таки где-то 15,300. Если он все-таки пойдет вниз, тогда это будет 14,900. Вот здесь. 15, 14,900. Вот где-то вот в этой зоне. Ниже, наверное, вряд ли. Но если он все-таки, судя по проекции, он явно формирует в себе вроде поддержку и движение вроде как вверх, то я думаю, что пока 15,300. Весь вопрос как? Если в ближайшее время подобрать,
то вот 15.30, чтобы, грубо говоря, не бояться, что он уйдет без тебя. А если, как говорится, так это глобально, то это вот где-то 15-14 900, вот в этой зоне тогда. Если он все-таки будет туда отходить, цели, потому что внизу-то есть, но по российскому рынку, мне кажется, сейчас все очень будет в этом плане позитивно. Что-то, мне кажется, вряд ли он будет уходить вниз. Надо смотреть, конечно, фундаментально, что там. Ну, короче, 15 300, либо 15, 14 900, 15 ровно, вот здесь где-то. Так. Привет, шаровары, привет, давно меня не было, у меня друг стрелял в Астре, по 4 уже не знаю, что делать, вспомнил, что есть вычайший вышло про этот скам, что другу сказать. Слушай, ну там ситуация непростая, да, там же контракты мы уже говорили, а те, на которые мы всегда полагались, их они там что-то пересмотрели. Поэтому тут как бы сложно сказать, куда. Ну, я думаю, надо ждать сейчас по-любому ФРС, ну, этого Джексон Холла. Возврат где-то в доллар там 50, я думаю, вполне еще может быть. Вполне. Вот здесь пока остановка. Как бы скидывать его, даже если он там он брал с 4 долларов, ну а что смысл уже? Как бы в любом случае банкротить я компанию мало в это верю, маловероятно. Они даже, в принципе, не то, что вот, например, полностью разорвали контракты, да, там, и отказались от полета. Нет, они сказали, что там один тип ракет не будет летать, но типа все сосредоточат внимание на другом типе ракет. Поэтому как бы компания еще продолжает функционировать, и я думаю, что, ну да, не сразу, конечно. После Джексон Холла, я думаю, они просто сейчас почему вот сюда откатились? Потому что оценивают риски, естественно, подъема ставки, продолжение ужесточения политики. Завтра выступит Пауэлл. И в целом, я думаю, что там доллар 50 они еще восстановить могут. Если, скажем так, ожидания будут соответствовать тому, что скажет Пауэлл, то есть хуже не станет, да, а все остальное уже, грубо говоря, в цене. Только в цене, скорее всего, вот в этой зоне, доллар 50. Вот сюда они его как бы вернут. На 4 я пока бы, конечно, на данный момент не рассчитывал. Сейчас очень в этом плане будет сложная ситуация, потому что в компании не все так сейчас гладко, надо за ней следить, там что у них там с полетами ихними. Вот. Плюс, понятное дело, кредитная нагрузка растет. Поэтому рассчитывать там на какие-то сильные подъемы я бы не стал на данный момент. Ну а в целом я не вижу от нее смысла избавляться, вот честно. Так, господа, в голосовом есть вопросы? Говорите. Слава, привет. Галя, привет. Посмотри мне, пожалуйста, HP. HP. Так, ну давай сразу твой HP посмотрим здесь. Посмотрим здесь. Так. Он был сегодня 47.40, а я не успела продать. Смотрите, на 174 застрял все-таки S&P. У 175-го это он, считай, торчит. Так, сколько он был, ты говоришь, 47,50? 47.40. 47,40. 47,40. К цели на сегодня он уже пришел. Вот она. Ну, может уже коррекция и закончится на самом деле. Отсюда, по идее, он может и вверх пойти. У нее основные цели еще обратно там на 47,60. Они тоже как бы еще остаются. Вот сейчас он дошел до цели на сегодняшний день, можно сказать. То есть, в принципе, не знаю, будет ли пробой, нет. Но если он сейчас начнет прорывать 46,50, то есть шанс уйти на 45,70 вот сюда. Если все-таки он планирует закорректироваться. Ну-ка, сейчас посмотрим вот здесь. Он на чем вырос-то? На ценах на нефть, да? Они вроде бы сегодня наоборот даже подсели. Да, но так же он как бы цены на нефть, они так и ходят. Там 98, 101, 98, 101. Ну, он как бы так не рос ни разу. Но я тебе говорил, вот, что до 48 он еще дойти может, 47,50. Вот он. Помнишь, я тебе говорил, вот эти цели? Вот 47,50. Ну, да, ты вот говорил, он. что Да. 47,50, 48 может. Да, но никак не выше. Выше пока под вопросом. Вот поэтому в этой зоне его, в принципе, ловить и надо было.
Так, смотри, у него поддержка сейчас где-то 46. Ну, сейчас посмотрим. 46. Ну, тогда, если смотреть, если он сейчас вторгнется вот здесь вот на 46,50, ну, нефть, мне кажется, сейчас уже падать сильно не будет, то я думаю, что ниже 46 он, наверное, не уйдет. Там 45,7, 46 вот в этой зоне. Скорее всего. Просто вот откорректируется сейчас. Вот надо смотреть. Вот здесь, правда, поддержки у него нет. Прям сразу говорю, до 46 его ничего не держит. Вот здесь он прям пролетать может легко, свободно. А вот 40, 50, 45, 70, 46, вот здесь может уже остановиться. Но целей здесь нету, кстати. Цели все наверху. У нее только одна единственная, но это вот чисто на коррекцию, такую уже конкретную, 43,20. И все остальные все наверху. Вот все, кто ближайшие, они все наверху. Так что я думаю, что... Спасибо, Слава. Да, пожалуйста. И, пожалуйста, еще скажи мне плуг. Он сегодня взлетал до 32. Ну, видимо, на новости, что подписали соглашение с Амазонами. И опять А с кем он с Амазоном подписал? Да. А что за соглашение? Предоставляют аккумуляторы или что? Ну, зеленую энергетику, водородную, там все это. Ну да, аккумуляторы водородные для них разрабатывают. Вот смотри, вот здесь он как раз вышел на 31, была здесь цель, он ее прям отработал, вот прям четко к ней пришел, а дальше он свалился вот под это сопротивление, 29,80, практически 30. Вот как раз за 30-ку его сейчас давят. То есть выше 30 он может тяжело идти, хотя цель пока еще продолжает нарастать, и вот эта цель была отработана четко. Но вот здесь может быть и забуксовочка. Сейчас, наверное, скорее всего, он ждет по S&P, пройдет. Вот 173, смотрите, откатил. Не взял он пока 175. Не взял он все-таки 175. А значит, 180 тоже пока под вопросом. Но, в общем, вот здесь вот 30-ку ему надо преодолевать. Его прямо здесь перекрывают. Прям перекрывают. Слава, где его еще можно подобрать? Добрать еще где? Скорее всего, в районе 28, 20, вот где-то вот здесь. У него получается сильная поддержка 28-20, 27-40. Вот так вот. Вот этот буфер, грубо говоря, который у него плотненько так хорошо поддержку дает. Цели у него, кстати, вот прям, вот смотри, по сегодняшнему дню у него коррекция как раз прям вот 28-50 должна быть. Вот здесь у него цель. Вот это сейчас локально, он куда он идет. Может сегодня скорректироваться туда, да? Может. Особенно, если сейчас S&P развернет. Если сейчас S&P, вот он сейчас опять на 173, там, где наша цель, а пробить он не может 175. А 175 там есть сопротивление. Вот оно, недельная коррекция. Вот она прям желтенькая, виднеется. Вот она. И двухнедельная. Они тут все с плотничком легли. На том шаре не видно, а на этом есть. Поэтому как бы есть вероятность, что он может откатить. И вот надо смотреть сейчас, будет он прорывать 30, может у него получиться. Но в любом случае откат у него еще может быть. Коррекция может быть. Будет ли он сейчас перехай делать, очень я что-то сомневаюсь. 30-ку пытается он пройти, но тяжело ему 30-ку прорывать. Тяжело. Сопротивление здесь довольно серьезное на самом деле. Вот оно здесь шло прям. Вот здесь пробой. Ну, посмотрим. А так вот, ну... Какие у него еще вверху цели? Наверху цели 30,80. А если смотреть по дневке, ну давай посмотрим. Опа. Вот видишь, 31,50. Сейчас там сопротивление. Дальше, если 31,50 пробивает, нужно будет решать вопрос 33. Целей там нету. Все цели на самом деле уже внизу. Вот на дневке все цели внизу. То есть 31 пока это пиковая. Вот он прямо здесь хорошо и демонстрирует. 31 даже 40 с копейками. Вот здесь вот. 31,40. Так что, в принципе, у него тут уже есть сильное сопротивление. А откат, как я тебе сказал, 27-28. Ну да, наверное, вот здесь вот он может и
вполне сюда опуститься. Сегодня у него там сколько я говорил сейчас? 20, 28,50, да? 28,60. Ну, он, может, чуть подтянется. Может быть, она сейчас еще чуть-чуть подтянется. Но все равно, короче, ниже 29,5 у него шансы провалиться есть. Сейчас, если S&P все-таки 172 не прорвет. Но вот он пытается сейчас к 30-чке выйти. Не знаю, получится у него, нет. В любом случае, у него, короче, здесь сильное сопротивление впереди. Диапазон уже надо лучше подбирать, ну, как бы зафиксировать будет и потом подбирать. До 31, по-моему, еще дойти может. Ну, даже вот я где-нибудь на 30-80 вот здесь вот ориентируется вот на эту цель. Он, конечно, попытается, наверное, перехаять, если он все-таки идет туда, на перехай. Но там мы видели сопротивление серьезное. Лучше там на хаях не оставаться. Понятно, да? Спасибо. Пожалуйста. А Так. еще скажи, пожалуйста, аллоген наш, который мы торговали, его можно еще подбирать или уже оставить эту затею? Аллоген, сейчас, подожди. Аллоген. Но он пока растет, я смотрю, все продолжает, да? Я его продала по 17-20 он поднимался. И вот думаю, еще заново заходить в него или не стоит. Так, ну давай тогда тут смотри, на 5-минутке у него цели куда-то очень высоко уходят. Он когда-то, вот когда вот здесь прям рос, прям начал когда расти. Ну да, ты говорил, до 20 у него там были цели. Да, на 17,50. На 17,50. Вот прям еще у него сохранена цель. На 17,50. Сохранил. Да. Ну вот Сейчас 17-20 я продала. Сейчас 15,65. Ближайшая тоже есть. Тоже есть. Тоже такая есть на 15,65. Ну, в общем, в принципе, пока динамика, я смотрю, у нее так это, не спадает. Так. Ну вот он, получается, отсиделся на поддержке в районе пятнашки. И поэтапно надо будет от 16 до 17 вот это все пробить. И тогда он пойдет вверх. Выйти за 17, тогда он пойдет вверх. Если где-то он не пройдет, и то у него в районе 16 уже сопротивление. Да, 16 и 16,20. Два таких довольно серьезных сопротивления. Цели не выше 16 на дневке, если смотреть. А там мы видели на 17,50 вроде, да? Вот как бы есть такая. Ну, в общем, короче, надо смотреть, как он 16 справится. Пробьет он обратно на 16 или нет. Пока не однозначно. До 16, я думаю, поддержать можно, а дальше там надо будет смотреть. Подбирать его, не подбирать. Сложно пока сказать. Подбирать его, не подбирать. После Джексон Холла он, конечно, может стрельнуть в итоге. Скорее всего, он пока на ожиданиях. Пока в лонговой И конструкции. я готов. Нет, пока сложно сказать. До 15 его могут тоже уронить. Тут после Джексон Холла, ну, если хочешь, это тут чисто рулетка пока. Пока рулетка. Может повести, может не повести. И вот здесь сразу сопротивление. А он там завтра весь день будет идти, да? Там завтра Паул еще выступает. Он будет и до субботы идти. В субботу они тоже будут идти. Просто завтра будет Паул. Все ждут еще Паула, прежде всего. Вот он будет завтра. Так, Ясно, спасибо. пожалуйста. Так, Вячеслав, вы можете глянуть РКЛБ, отпадалось или еще ниже, ждем. Спасибо. РКЛБ. Ну, давай сразу здесь посмотрим. РКЛБ. Завтра, Галь, может, кстати, поторгуем. Я завтра это
вроде не потестируем как раз еще. Так, по Давай. РКЛБ. Просто сегодня я уезжал, поэтому я сегодня не успеваю. Сегодня не успел. Так, FTCI опять будем? не-не-не-не-не, мы что-нибудь другое подберем. Там Дима из FTCI вроде вышел, поэтому нормально. Так, Хорошо. отпадал ли РКЛБ? Ну, вообще 5.26 хорошая поддержка. Это я дневку сейчас смотрю. 5.26 хорошая поддержка. И если он 5.26 не удерживает, тогда пойдет пробой на пятерки. Но там тоже начинаются уже поддержки. Вот особенно мне, конечно, нравится 5.26. Такой прям показательный. И пока вроде как он его удержит. Конечно, еще до разворота рано, то есть тут только попытки начинаются. Он, можно сказать, при пробое вот здесь не до конца дошел и остановился. То есть как бы в такую сейчас по факту консолидацию тоже попал. И либо пробой пойдет 5.26, и тогда ждать, наверное, и 5 до пятерки как минимум погружения. Либо все-таки удерживает 5.26 и будет подниматься в район 5.80. Так, ну это на дневке, да, посмотрим на пятерке. Так, очень интересно. Это что у нас? 5.90, да? Вот они пошли цели в район 5.60. Насчет падения. Внизу цели еще есть 5.28, 5.40, 5.28. Даже на сегодняшний день на 5.28 вполне еще прийти может. Вот у него сейчас как раз, вот он только-только в лонг вышел. И вот пока еще вот первые зоны пробует только тестировать на первом развороте. Только-только. Пробьет он этот буфер или нет. Но тут сразу идет поддержка. Вот прям сразу идет поддержка. От 5.46 вплоть до 5.36. И на 42 могут остановить, и на 36, и на 5.46. Вот здесь сильная поддержка у него. То есть, несмотря на то, что здесь он продемонстрирует фактически уже как бы сигнал на шорт, но тут такие поддержки, что шорт может и не состояться, соответственно, да, то есть он может и развернуться. Вот он сейчас может опуститься. Ну правильно, S&P 470, все, откатывает он. Это уже не есть хорошо. Если он 170 в итоге сейчас не удержит, то там, по-моему, следующий уровень как раз внизу на пробое. Там надо смотреть. Нет, 170 это еще не опасно. 173 цели, там буфер был. Там еще достаточно у него места свободного есть. В общем, поэтому вполне логично, что здесь, скорее всего, пробоя не будет. Что он, скорее всего, прорываться вниз не будет. Но в общей динамике отпадал он или нет, пока сказать сложно. Пока сказать сложно. Цели внизу нету точно. То есть такой динамики, которая направляла его сейчас вниз, нету. По большому счету он больше выглядит. Вот на дневке, когда я смотрел, сейчас еще вот здесь его гляну, что как раз вот он остановил это падение. Падал, тормознул. Вот сейчас попытки замеченную выйти. Ну и вот пятерка, да, вот она прям годовая, кварталка и поддержка. Вот пятерка. Все-таки все подтверждает на то, что пятерка, скорее всего, будет очень сильная поддержка. И как раз вот укладывается в концепцию удерживать 5.26. До 5 не уходить, пытаться удержаться на 5.26. Вот здесь как бы все указывает на это. Но, скорее всего, просто идет сейчас, естественно, ожидание Пауэлла и все, и, соответственно, потом оттуда начало попытки подъема. В общем, 5.26 сильная поддержка, надо следить за ним, будет она пробита или нет. Ну вот он сейчас пытается, но понятно, что S&P, скорее всего, глубоко не пойдет. Это зона, можем сказать, пилы. Он может туда сходить, потом обратно туда сходить. Будут вроде появляться сигналы на продажу, но продавать здесь нельзя, потому что поддержки очень сильные здесь, и вероятность пробоя этой зоны крайне маловероятна. Поэтому и плюс понятно, что S&P тоже может там тоже забуксовать, он тоже может не пробивать, поэтому надо смотреть на самом деле.
Вот здесь вот с любой точки он может начать отскакивать. Он может пробить сейчас вот это все и на 5.46 пойти обратно вверх. Или там на 5.45, или на 5.42, или на 5.40, или на 5.36. Вот если он пробьет уже 5.36, вот тут уже шансы на разворот появятся серьезные. А здесь пока, так скажем, очень, ну, если бы шортить, например, я бы шортил тут же, готовясь к развороту. Потому что в любой момент, ну вот, он сразу раз, обратно. Я говорю, он здесь может будет пытаться заходить, но сильная здесь поддержка сформирована. Так, ASKG еще посмотрите, пожалуйста. ASKG сейчас посмотрим. Давай здесь сразу посмотрим. Я помню, что он там взлеты и падения у него там обычно. Ну, что на 5 минутке? Ну, давай сразу дневку посмотрим, чтобы не скакать туда-сюда. Сейчас посмотрим, что тут у него поменялось или не поменялось. Так. Откат на 80, да? Ну, тут на самом деле не очень мне нравится, как он здесь закрылся. Ниже 80-ки. Недельная пробита. Не очень красиво. 78, 75, вот эту зону может и посетить. Но это может быть, конечно, при ожидании завтрашнего Пауэлла. Так, что у нас здесь мы имеем? Здесь мы имеем... Ну, во-первых, вот он, да, локально мы пошли вниз. Вот он, чистой воды пока вниз. По целям тоже вниз на 78. Правда, там есть два сильных поддержки в районе 78-60. Но на 78 цели указывают. То есть, как бы даже сегодняшний день он как бы указывает на 78. А поддержка на 78-60. Ну, то есть, как бы здесь пока ситуация такая близко к тому, что он может еще просочиться. Это вот мне поэтому не понравилось, что он здесь недельную коррекцию не восстановил. Поддержка у него как раз здесь тоже, она сколько, 78.50, но это тоже подтверждается на 78.60, грубо говоря. Ну и тогда, соответственно, вот появляются вот эти риски уйти на 77 и 76, не знаю. Поддержки там есть, но как они будут отрабатываться. Вот это очень серьезно. 78.60 устоит, она нет. Если не устоит, тогда вот есть вероятность пойти на 75.30. И цели как бы указывают вниз. Неоднозначная история, очень велика вероятность, что может и съехать вниз. Может съехать вниз, сразу говорю. Риски такие есть. Так. Арина, добрый день. Добрый BTTX и Зина. BDTX. BDTX. Так, BDTX. Один момент. BDTX. Что это у нас такое? Угу. Ну, здесь такое, скорее всего, тоже на ожиданиях. Притом они, получается, отскочили от 3.30, сразу пошли к недельной коррекции, не пробили ее, но закрепляется выше к ней. То есть я имею в виду не за ней, но под ней буквально на 3-часовой. То есть здесь как бы выглядит неплохо. Вот я вижу, шпилька была аж до 3.35, в итоге на 3.50 откупили. В принципе, это больше выглядит на удержание. Сейчас, BDTX. Давай посмотрим, что есть на 5 минутки. Что он нам тут нарисует. Сразу сопротивление 3.53, точка разворота на 3.60, но сразу есть сопротивление.
Вот здесь прям боковик встал. Вот прям видно ровно по 3.50. Прорывать пока не может. Но, ну, все понятно. Это связано, скорее всего, с S&P. Вот 175 опять мы тестируем. Это опять мы идем на 175. И, соответственно, здесь попытка будет, если он зайдет за 175, потому что если не зайдет, то, конечно, скорее всего, тут ничего не будет. А так 3.50, скорее всего. А внизу у него, кстати, цели вполне себе реальные на 3.34, если все-таки что-то негативное будет. Но это пока что-то слабо, я в это верю, судя по динамике S&P. Я думаю, что все-таки 3.50 можно ждать, но там сразу сопротивление. Сразу предупреждаю, там может быть не пробой. Это надо учитывать. И 3.50 держит, и 3.53. 3.50 это, скорее всего, недельная коррекция. Вот она, да? 3.50, да, недельная коррекция. Вот она здесь тоже показана. Вот ее он пока пробить не может. А 55 это, скорее всего, в районе 2 недельной, да? Нет, повыше она. Там 3.60. В общем, я слабо верю, что будет здесь попытка в итоге зайти за 3.55. И S&P, скорее всего, тоже он так и будет туда-сюда. Может быть, конечно, за 175 он выйдет. В итоге на 180 он должен, по идее, как-то финалиться, если он все-таки вверх будет давиться. Так, Азина. Доллар 20.24. Так, ну вот доллар 30, первый квартал, судя по целям, где-то в районе он идет на доллар 27. Но тоже готовится, скорее всего, вернуться на доллар 30 где-нибудь. То есть вот здесь, скорее всего, вот в этой зоне он будет оказываться, после ФРС, естественно. Так, сейчас посмотрим здесь. Так. Так. Доллар 30, доллар 26 сопротивление и точка разворота сразу. Поддержка пока вот в тренде. Ну, цены указывают, конечно, на нижнюю границу, на доллар 18. Это, я так понимаю, если S&P не пробьет. Но доллар 20, доллар 21 хорошие поддержки есть. И даже доллар 23. Вот, да, доллар 23 хорошая поддержка. И здесь же как раз вот этот буфер, определяющий, соответственно, вверх или вниз. Пока лонгово держится. Вот здесь сейчас может начаться первый сигнал на разворот, но я думаю, что 23 удержится. И S&P, наверное, сильно не просядет. Но если даже будет пробой, то, наверное, на 21 уже опять начнется попытка восстановления. Поэтому, в принципе, скорее всего, конечно, он пойдет на доллар 30, да, сколько там? Доллар 30, да. Ну и здесь, в принципе, его тоже видно. Вот, доллар 29. И тут очень сильное сопротивление. И доллар 28,5, и доллар 27, и доллар 29. Тут, короче, вот зону за 30 прошивать будет очень непросто. Поэтому здесь как бы первый квартал показывает. То, что здесь все-таки очень серьезное сопротивление. Уровень коррекции это очень серьезное сопротивление, особенно когда оно квартальное или там двухквартальное. Поэтому тут пока до доллара 30, скорее всего, не выше. Так. В голосовом, господа, есть вопросы? В YouTube все отработал. Говори. Хамло, я тебя слушаю. Слава, добрый вечер. Да? Я пропустил, Озон обсуждали, нет? Нет, не обсуждали, но мы сейчас его посмотрим на моем доделанном шарике. Ты же хотел какую-то такую прям супер предсказательную машину. Посмотрим. Будь добр, пожалуйста. Что он там нарисовал за это время, и посмотрим, как это все выглядит. Но пока держит то, что я прогнозирую, Тинькофф сегодня, правда, так с утра испугал очень сильно, честно говоря, своим падением на резким каким-то движением вверх. Как у него... Смотри, как интересно, смотри. Ладно, не могу посмотреть, я через телефон пока. Тут как цели быстро прям поменялись. Вначале такой взлет был, расчет был на 1650, аж прям типа все, прям летим. На 660, на 650. И потом тут же такая
тю, и не выше 1530. И не выше 1530. Все как бы вот 1530 и не выше. Зато подтянул поддержку на 1470 сразу прям. Организовал ее. И И что это может 1500. означать? А? Что это может означать? Но то, что динамика такая сильная вверх пока просела, судя по всему, динамика Я немножко... думаю, что через неделю. Я думаю, у меня просчет на следующей неделе, там, с 1 числа, типа того, что даже вот начнет опять. Пока не будет движения, мне кажется. Вот он прям тут прям целился, аж прям на 1000, почти 700. Вот ну, то, что мы говорили, в принципе, 1600, сколько там, с копейками, 1675, что ли, где-то, да, 1670. И потом буквально за один день, вот вчерашним днем он начал просаживать ее, и сегодняшний день прям вышел на 1530. Все, то есть прям динамика снизилась сразу. Забуксовал он, забуксовал. В связи с Но это чем? плохая ситуация получается, правильно? Нет, это ожидание. Это, скорее всего, просто завтрашнее ожидание Пауэлла. Вот и все. Мгм. То есть просто перестали его разгонять, как бы отработали и заняли такой промежуточный и в то же время не вниз какой-то сигнал, а как на продолжение пока динамики, но не пробой. Вот прям четко мы видим. Тут у нас как раз уперлись мы во второй квартал, это ровно 1530. Вот ровно то, что он нам показывает по целям. То, что пока он их пробивать не собирается. Но вот буквально под конец дня немножечко динамика стала опять потихонечку ползти вверх. Не сильно так, слабенько, но потихонечку идет. А Тинькофф смотрели, нет? Тинькофф нет, не смотрели. Посмотри, пожалуйста, еще Тинькофф. Так. Так. Ну, тут я думаю, что понятно, тут 2700 он, да, 2600, там 600 с копейками. А я думаю, что здесь то же самое, скорее всего. Ну, понятно, что все завтра ждут Паула. Однозначно. Сейчас посмотрим, какая у него тут. Да, здесь тоже, смотри, тоже такой же взлет был. Целили на 1874. Вот так вот думали, придут. На 1874. А потом аппетиты. Да, да. 1800? Тысяча... Или 2? Нет, 2800. 2874. Ага. 2874. Прям цель такая, прям хотел туда. И потом... И все. И фактически втянулся в цену. Где он, там и цена практически. То есть 2633, прям цель четко легла вместе с ним. Все. Тоже пошел рейндж сразу пошел рейндж. Грубо говоря, вся торговля возможна только в понедельник, правильно? Ну, как бы зафиналят, да, эту неделю по-любому, потому что Джексон Холл аж до субботы, и в субботу будет выступать, а Паул выступит уже в пятницу. Они какие-то итоги промежуточные однозначно в пятницу подведут, это 100%. Ну, а по твоим прогнозам, что ждем? Ну, вообще, я думаю, что, конечно, скорее всего, падать-то мы сильно не будем. Я думаю, что вот то, что мы даже сейчас удерживаем практически около 4180, то есть фактически 4200, рынок все-таки закладывает положительные ожидания. Я думаю, что пробьем мы все-таки 4200, и тогда можем пойти в сторону 4400. Но почему-то мне кажется, что мы должны посетить 4100. Может быть, вначале посетим 400, а потом туда уже пойдем, посмотрим. И даже 4. Да. Ну, надо подождать, потому что на пятнице они могут и туда сгулять, и потом и вернуться. Потому что Павел начнет выступать, вначале перед ним опустят, а потом возьмут. Вот, и, кстати, не исключаю, что сейчас подъем на 180 был для того, чтобы пробить этот 400 внизу и уйти на 4000 перед Павлом. Вот такой вариант, кстати, нисколько не исключаю. Понял, спасибо. Да, статистика, в принципе, неплохая была по ВВП и прочее, поэтому для Пауэлла, скажем так, с точки зрения риска, что экономика находится в рецессии, наоборот, минимальный. Так что смотрим.
Смотрим. Скорее всего, я думаю, PayPal могут опустить. Так, нет, Ник, еще не обсуждали. Apple, я о тебе помню. Сейчас посмотрим. Так, Серега, Слав, когда Озон по 50 куплю? Слушай, Озон по 50, Серега, не знаю пока. Пока он как-то не выглядит так. Насчет Apple сейчас посмотрим. Вот давайте Apple, кстати, интересно будет сейчас посмотреть, что покажет новый, доработанный практически несколько месяцев шар. Почти я его несколько месяцев делал. Последние дни пилил уже на продажах, на торговле. Так. Сейчас посмотрим. К вопросу. Так. Удержание 170. Попытка будет сейчас, да? 168 он пытался здесь держать. Теперь пытается вернуться за 170. Ну и верхней границы у него мы знаем 172. Насчет шортить. Пора ли шортить Apple? Технически он, конечно, выглядит как обратный тест и не пробой, но ты же понимаешь прекрасно, что там ФРС завтра, Пауэлл выступает, и, естественно, Джексон Холл заканчивается в субботу. И я думаю, что этот сигнал нельзя рассматривать технически, потому что отсюда может просто резкое быть восстановление и все. Насчет шорта Apple я бы, вот честно, и я даже больше уверен, что сейчас посмотрим, на 5 минут там наверняка целик куда вверх уходит. Сейчас посмотрим. Чем хорошо еще этот шар, то что, я говорю, тут даже на 5 минутке заложены недельные, месячные, то есть тут очень большие таймфреймы и очень револентно можно посмотреть. Вот она цель, 174. 174. Обрати внимание, вот если, кстати, по Тинькофф мы смотрели, по этому, как по Озону, они как раз смерили свои аппетиты, упали, то смотри, куда здесь идет цель. На 174. И не падает, обрати внимание. Она как бы идет дугой, но не вот так, как вот, да, для сравнения просто, если, я не знаю, ты был на эфире, нет. Сейчас я тебе покажу, как это выглядело на Озоне, смотри. Просто, чтобы ты имел понимание, как это выглядит по целям. Смотри. Сейчас. Подожди, а что это он? Другой. А, это не тот Озон, что? Подожди. Озон, ДР, все правильно. О чем мы тогда смотрели? Что он тогда здесь показывает уже по-другому картину? Пятиминутка. Пятиминутка. Странно. О чем мы тогда смотрели? Подожди, с тобой девку, что ли? Или что? Ну-ка. Нет. Что-то какая-то ерунда. Ну подожди. ТЦСЖ. Давай посмотрим тогда Тинькофф. Он тоже тут на 5 минутке. Или это была, может, 1 минутка так выглядела? Короче, по цель. Вот по Тиньку. Ладно, смотри, вот по Тиньку наглядно. Вот видишь, вот она идет. И тут же как говорится, все, стухло, да? А у Apple она сейчас вот в этой стадии. То есть она пока как бы показывает еще силу. То есть тут как бы сейчас шортить, не знаю. Я бы пока, честно говоря, притом вот здесь было видно, что она уже загибается, да, уже начинается какой-то вот в моменте и загибания. А у Apple совсем по-другому выглядит. У него пока больше горизонтальная. Сейчас посмотрим. Так. Что-то он каждый раз по-разному, что ли? Не пойму нифига. Где опять эта цель? Вот опять 5-минутку загружаю, и уже все по-другому. Что за фигня? Только что смотрели, цели были. Раз, цели нет. Ну что за фигня? Я уже внизу. Ну там, наверное, видимо, какие-то изменения, что ли, происходят, пока идет торговля, что ли. Уже снизу показывает эту же цель на 167. До этого показывал вверху на 170. Интересная картина. Ну-ка еще раз, погоди. А может там был все-таки 1 минутка таймфрейм? Ну-ка. Может в этом дело? Сейчас посмотрим. Ну вот, кстати, смотри. На 1 минутке все равно уходит в сторону 170. Да, он, походу, пересчитывает, что ли, каждый раз, что ли. В общем, короче, смотри, видишь, 170. Вот здесь прям, это 1 минутка. То есть здесь прям динамика уходит вверх. Не знаю, как здесь можно шортить. Вот честно. Как-то хрен его знает. Пока
Пока не видно, чтобы он собирался падать. Ну, давай 5 минут все-таки посмотрим. Не пойму, почему. Куда там эта цель пропала. Странно. Даже вниз ушла почему-то. Так, или инвестинг глючит. Ну, в общем, короче, картина следующая, что вот в данный момент он может вернуться вот в эти 170. Я как бы вот этого и не исключаю. 170, 174. Вот в эту зону. Там дальше подъем еще не факт, что будет дальше. Но как бы стрельнуть после ФРС он сюда может. Вот это я вижу точно. А здесь посмотреть. Откат 167 тогда он сейчас, получается, рисует, да? Но тоже недалеко, кстати. Не нападение. Далеко не нападение. 167 это прям буквально вот до недельной коррекции. Ну, то есть, не знаю, я пока, честно говоря, тем более перед Пауэллом этого бы не делал, вот честно. Я бы пока не делал. На шорт бы здесь пока не рассчитывал. Риски очень велики. Сопротивление у него есть в районе 170, ну, 169, 85, 171. Это даже здесь локально, если смотреть, да, вот. Ну, то есть вот до 170 его еще поднять могут спокойно. И даже, может быть, даже там с выходом с каким-то на 174. Вот здесь бы я уже, конечно, да, вот здесь бы я уже лонг не держал. Тут уже опасно. Вот в районе 175 уже бы я здесь уже все. Тут видно, как бы и пробой вот здесь тоже по тренду произошел. Вот поддержка по тренду, вот он ее прошел. Соответственно, ее надо восстанавливать. И вообще, как бы, понятно, что уже он здесь, считай, на хаях. Но вот в данный момент шортить я бы не стал. Я бы подождал подъема. Так, Озон. Пожалуйста, Ник. Так, приветствуем. Рик брал по 3.40. Когда сдавать? Сейчас посмотрим, что там Рик у нас. Насколько вырос на росте цен по нефти? На 4? Нет. Да, он сильно не вырос, конечно. Он все равно, блин, около 4 крутится всегда. Как правило. В районе 4. Так. Во сколько ты взял? 3.50? 3.40. Ну смотри, на самом деле ситуация какая? Во-первых, надо учитывать, что нефть сейчас у нас, вот сейчас она откатывает, уже откатывает. Перед Паулом она завтра может еще сильнее откатить, учтите, потому что на самом деле перед Паулом можем ждать в районе 96, спокойно. Это я сразу говорю, потому что как бы понятно, что если Паул там, ну и вообще начнется история с Джексон Холла по поводу борьбы с инфляцией и так далее, то, конечно, это на нефть окажет давление, по крайней мере, в каком-то моменте. И, соответственно, Рик просядет, вернется как минимум на эти же 3.60, 3.50, учти. Поэтому на самом деле я бы уже его сдавал. Перед Паулом он однозначно нефть провалится. Ну, как бы я в этом уверен. Сейчас посмотрим. Но больше чем уверен, что он пойдет сейчас вниз. Сейчас посмотрим, какая у него динамика. Так. Вот смотри, вот сразу увидели сопротивление на 3.78. Цель там, кстати, была, а она отработана. По дню все уже, вот она, 3.72, не выше 3.75. Вот, это вот диапазон, грубо говоря, куда он еще может типа подняться. На самом деле уже пока боковик, вот он, сигнал на разворот уже вот здесь поступил. Подтверждение, то есть вот здесь был еще пока боковик, вот здесь подтвердился. Вот здесь он начал разворачивать. Здесь в итоге он не вышел из этого шарта. Вот его сопроводили миленько. Вот здесь была попытка. И пока он в консолидации. И, скорее всего, будет тоже смотреть, продолжать на S&P. Поддержка у него сильная на 3.69, 3.68, 3.68.5. Вот так вот, да. То есть тройная здесь поддержка. Поэтому, скорее всего, вот этот 3.70 не пробил. Но все это говорит о том, что, конечно, сюда вот он свалиться может. Ниже, наверное, 3.50, то он, наверное, пока не пойдет. Пока. Но, опять же, если сейчас, как говорится, начнут ронять нефть ниже, то он уйдет ниже.
И вот смотри, 3,60, 3,57. И вот здесь уже точка как разворота по тренду. Да, конечная. Конечная. Вот она, 3,50 прорывает, если 3,58. И все. Поддержки уже есть еще на 3,48, 3,46. Но это уже фактически будет движение вниз. Поэтому, но 3,50, вот где ты брал, скорее всего, это туда он может, в принципе, вернуться. Я бы, честно говоря, уже вышел. Вот честно. Зная РИК и зная то, что будет сейчас происходить с ценами на нефть, они, скорее всего, будут опускаться перед ФРС. Так, Серега, АРКТ, что по реальному дну, вообще, что в целом по картинке и по технике. Картинка спайса, правда, имеется. РКТ по реальному дну. Так, РКТ. РКТ, что такое? Ну, давай здесь сначала посмотрим РКТ. Иркут, да? Господи. А что там реальное дно? Ты имеешь в виду, куда оно упадет? Серега, где у тебя там? Давай я тебе голос дам проще, когда ты пояснишь свою картину. Говори. Ты имеешь в виду... Привет. Привет. Куда упадет, что ли? Ну, вообще, да. Я сейчас просто предисловие. Где-то в мае месяце Дима, скажем так, скинул бумагу. Сказал, может, посмотришь. Я что-то посмотрел и видел, что, возможно, что мы туда приедем на, скажем так, на сколько там, на 19, что ли, да, я увидел цель. И она, в принципе, там могла быть по всей технике, но она не поехала, она поехала на 146%. И сегодня мы что-то с Димкой снова болтали, и он мне напомнил про Иркут, я его еще раз открыл, и что-то он какой-то такой интересный показался, но при этом при всем он мне очень напоминает Virgin Galactic своими двумя огромными шпильками наверху. Но у него, кстати, смотри, минимальные, максимальные цены как раз 18-20 есть такое. Есть такой вариант 18-20. Вот прям такие цены были, рисовались. Вот, я не зашел, но дело в том, что он взлетел скотина на 75, 146% с той точки. За месяц причем. А что у него фундаментально? Да вообще не знаю, там, я на фундамент-то не смотрю. Но что-то там они там какой-нибудь двигатель одобрили, там что-то еще, потом не одобрили, потом он запоролся. Короче, я так и не понял, что там по фундаменталу, но тем не менее, я сейчас на него взглянул так еще раз, и вот у меня мнение, либо он скоро допадает, либо он поедет как Virgin просто на 5 рублей, к примеру, на 10. Но если смотреть чисто по технике, например, Невка, он начал разворачиваться еще 19 числа в июле. У него начался разворот. Угу. Он начал падать. Тут, правда, время немножко будет, возможно, немножко отличаться, потому что здесь хакинаши идут свечи специально, чтобы шумы устранить. Вот, поэтому здесь может временной интервал и немножко не совпадать. Но, в общем, в целом, он получается сейчас, конечно, в падающем пока тренде. Цели, я так понимаю, как минимум до 38 он еще может допадать. Пока не видно, да, что... 38,5, да. 38, потом 34, еще такой вариант. Вот там, скорее всего, все может остановиться на 34. Чем ниже он падает, тем у него... 34,06, 34,06, вот, извиняюсь, Слав. 34,06, вот. Ну вот 38 у него цель, а 34 это вот такая прям будет сильная поддержка, и там тоже такая достаточно серьезная цель есть. Если брать за дневку, то есть, ну, это такая долгосрочненькая тоже цель. Вот это еще более долгосрочная на 38, то есть она фактически как историческая, можно сказать, выступает. А вот эта вот 34, она как бы, ну, такая долгосрочного тренда. И вот 34, она, в принципе, указывает, и там же поддержка. И вот чем ниже от 34, особенно у него зона от 30 до 28, там просто плотником поддержка сильнейшая. И там же заканчивается фактически вот этот восходящий тренд. То есть если он пробивает 30-ку, то тогда он уже реально падает. Но если до 30-ки он не доходит, то тогда он, соответственно, развернется опять вверх. И это очень велика вероятность произойдет, может от 34 как раз и произойти.
Пока он падает, Вот он- пока он падает, Да, да, да. То есть я не претендую, что он должен расти. Вот как раз-таки, когда он начал падать, фактически мы волну D сейчас рисуем. Ну, вот если там по моим. Но, окей, вот она отобьется от 34, а дальше что с ним будет? Она вообще перспективная по взлету. но что самое интересное, вот что самое интересное, у нее есть вот цели, которые упорно идут на 52. На 52, вот они идут, они там сразу встречают сопротивление, то есть это, грубо говоря, ну, как своего рода, как проторговка такая, грубо говоря, то есть это не то, что прям оттуда она может опять дальше пойти расти, но подняться в эту зону она как бы, то есть не исключается, вот такой вариант, подняться на 10, грубо говоря, рублей, или что это в долларах она, на 10 долларов. Рублей. А, в рублях, значит в рублей. Значит в рублях. На 10 рублей. По 50 рублей, по 50 долларов российские акции, да пошли не лесом, слишком дорого. Ну да, 10 рублей, короче. На 10 рублей она подняться может. То есть вот такой вот запас у нее ухода есть. Притом сразу встретится там сопротивление, то есть 52 под вопросом пробоя. Но подняться она туда может. Вопрос, пойдет ли она... Ну вот момент какой? Все это будет определяться около 40. Вот она сейчас, скорее всего, допадает до 40. И вот там будет момент определения. Если она 40 не прорывает, то она пойдет как раз на разворот вверх. Если она его пробьет, тогда можно уже смело уже прям сразу ждать на 34. Ну, блин, 3 удара по сопротивлению всегда пробивается. Поэтому тут Тем более надо... по таким нисходящим. А куда мы тогда, получается, а куда она улетела на 7,6? Вот ее вот верхний пик, вот она долетела до 76. Что такое 7,6 вот, на шаре? Сейчас я неделю посмотрю. На дневке там ничего нету. На неделе, кстати, тоже ничего нету. Давай попробуем на месяце найти, например. Может быть, там какая-то локальная, большая. Потому что, видите, Беслав, круглое число 76 шпилькой. Прям 75, 90, нет, да, 76 ровно. Слушай, что кто-то там просто конкретно... Слушай, но тут смотри, тут же если посмотреть с июля 2018, он же там и был, он просто туда возвращался. Он уже был там на 7,6. Это какое-то событие. Вот ты опять выкинул весь фундаментал, там надо фундаментал смотреть. А без фундаментала ты ничего не поймешь. Здесь все очень просто. Не, Он был. Он был в июле. Вот, он четко. Июля. Вот я смотрю месячный график. Но тут, я говорю, по времени они могут немножко не совпадать. В июле ровно он ходил на 7,6. На 7,6 и даже пик у него был в районе 83. Поэтому сейчас он повторил ровно такой же сценарий, который был в июле 2018. Вот Окей, и а все. мы можем нарисовать себе такой же сценарий, что мы просто вот сейчас, ну, если мы наложим эти две половинки, что он просто возьмет и укатается куда-нибудь на 12. Опять же, по-прошлому. еще раз говорю, надо понять причину. Первым делом надо понять причину. Вот тут надо однозначно откинуть технику и посмотреть причину, почему он взлетел. Что это было за событие и почему его с июня, фактически, с 2018 ждали вплоть до 2022, тоже июня. То есть год, считай, ждали. Да, это двигло там, потому что они же двигатели там свои делали. Вот, собственно хорошо, говоря. Вопрос, Слав. Вот этот рост, который сейчас локально, предположим, отобьемся от фундаментала, придем к великолепности техники. Мы сможем расценивать со дна, когда это был там апрель месяц, когда мы его укатывали на 12 рублей, на 11,5, мы можем рассматривать эту картинку как АБЦД. Ну вот она вот снизу с 12 рублей пришла на 70, сейчас она откорректируется на свои 30 рублей и потом поедет дальше. Но если смотреть, грубо говоря, просто взять технику, то сейчас, конечно, пока рисуется не до хай, вот о последнем движении, он в итоге не вышел там, конечно, за 83, вот, и опять же, судя по всему, если, грубо говоря, у нее такой взлет происходит раз в год, а потом он, грубо говоря, целый год постепенно снижается, а тут выглядит именно так, по крайней мере, что он стрельнул, и потом год снижался,
потом опять в конце июня стрельнул, и опять там был. То есть, грубо говоря, сейчас по логике вещей как раз рисуется картина постепенного сползания вниз. На 12, грубо говоря, да? Ну, 12 я, конечно, не знаю. Я бы, честно говоря, на 12, наверное, сейчас бы не думал. Я бы думал, что вот как раз в районе, вот как я смотрел на дневке, там 34, по-моему, да, он рисует. Вот я думаю, что все-таки больше похоже на реальность там. Сейчас. Просто Ну, смотри, Потому что объясню тебе, потому что он явно находится, грубо говоря, в долгосрочном, пока восходящем. То есть он не будет пробивать так, чтобы разворачивать сейчас тренд. Поэтому, скорее всего, это будет 34-30. Все. А ниже он уже не пойдет. Он как бы опять скорректируется, а потом опять будет, ну, скорее всего, выстреливать. Ну, то есть, иными словами, если совсем по глупости говорить, то для того, чтобы ему, хотя, блин, в 2018 году у него был гид. В 2018 году он чисто гид нарисовал. А здесь у него конкретно просто выстрел. Ты найдешь себе ответ, когда поймешь, что происходит с этим мотором. Вот как только ты поймешь, что происходит с этим мотором, почему это происходит раз в год, сразу у тебя картинка нарисуется, и вся твоя техника объяснит тебе, что происходит. Ну, я понял. Ну, то есть, в общем, смотреть уровень 34, да, иными словами, 34.03. В начале смотреть 40. Первый это будет 40. Не факт, что он еще и 40 пробьет. Вот сейчас это ближайшее 40. Вот в начале следить за ним. Если он пробивает 40, тогда да, 34. И вот там уже у 34 и максимум, может быть, будет просадка, например, на 30 и возврат на 34. Оттуда может опять начаться восстановление. Прежде всего 40, от 40 у тебя диапазон будет до 34. Вот там уже прям очень нарастает вероятность отскока. Именно на 34. А 40 такой промежуточный, он фактически определит, все-таки идет пробой вниз, или он уже отсюда начнет разворачивать. Да не, он должен брать. Так что вот так. Понял. Я понял, Слава. Спасибо большое. Пожалуйста. То есть, надо понаблюдать, да? Да. Надо понаблюдать. Так. Так. Спасибо большое. Пожалуйста. Сегодня, кстати, 25 число по Сберу. Завтра смотрим, что будет. А что там 25-го должно было быть по Сберу? Ну, мы там, помните, там месяца полтора. Да. Давай посмотрим. Вот. А что мы там ждали? Сколько мы Да, там? а я не знаю, мы ждали события. Либо, как я сказал, либо лонг, либо шорт. Вот что сегодня? Они... Завтра Паул выступает. Завтра Паул выступает. По поводу Паула я не говорю, я не сравниваю, просто открыл график Сбера. Просто сегодня кто-то мне сказал, что завтра будет расконвертация расписок, оказывается. Чего раскрыть еще раз? Расконвертация расписок АДР. С сегодняшнего дня, завтра они начинают расконвертацию АДРовских расписок по Сберу, там, по ВТБ, по всем импортным. То есть они уходят с иностранного рынка, что ли? Но они ушли из американского уже давно. И на сегодня, сегодня должна начаться расконвертация расписок. То есть АДРки будут уходить. АДРки будут уходить. Но я так понимаю, что, скорее всего, это все, я больше чем уверен, завязано на вебе. Все это будет связано с вебом. Вот это заявление Шувалова, оно 100% будет с этим связано. А что Шувалов? Я просто не следил. Ну, Шувалов просто заявил то, что веб, ты знаешь, что это Внешэкономбанк, который был в свое время древнейший, такой же, как и Сбер, грубо говоря, который в свое время СССР давал возможность кредитовать все дружественные страны. Был, если быть точно. Да, и вот, собственно говоря, он заявил о том, что, во-первых, они, отработали, наконец, механику Свифта, который они разрабатывали. Плюс он заявил о том, что он сейчас отработал схему получения теперь и, соответственно, транзакции проводить в рублях и дружественных странах, и валютах. И плюс то, что они получают сейчас огромную кредитную поддержку, которую на свои балансы, имеется в виду, которыми будет поддержку оказывать всем пострадавшим секторам. То есть финансовому сектору,
транспортному сектору и так далее. То есть, ну, грубо говоря, тому, кто оказался под санкциями, они будут сейчас иметь возможность без риска, как я понял, естественно, заблокировать наши счета. То есть я уже говорил про то, что мое мнение, это не то, что там долларизация в чистом виде идет, а просто защита наших счетов, чтобы у нас ничего отнять не могли. Поэтому как бы и идет вот эта вся выплата в рублях. И вот он, получается, заявил, что они как бы отработали этот механизм. До этого они проводили только тесты, еще там даже до этого. А сейчас уже как бы все заработало. Я так понял, многие дружественные страны втихаря к этому тоже подсоединяются. Ну и, в общем, короче говоря, финансовая структура начинает постепенно у нас нормализовываться. И я думаю, что, естественно, и Сбер, соответственно, получает этот механизм, грубо говоря, выходит из-под санкций, ну, обходит их, условно говоря, и переходит в новую реальность. Поэтому я думаю, что здесь абсолютно эти связаны события. Посмотрим. Но я говорю, вот четко есть понятие события. Вот у меня, в моем, на сегодняшнее число. Что будет, я не знаю. Назовем это событием. Ну, как поведет себя Сбер, либо лонг, либо шорт, я говорю. Кто как захочет. Весь вопрос-то, собственно говоря, куда придет-то? Шорт, куда в лонг? Ну, это я не буду говорить. Ну, давай. А я, кстати, ради интереса сейчас посмотрю. Он вчера начал движуху. Сейчас я посмотрю ради интереса, куда он может прийти. Вот что он за это время нарисовал. Но тут надо понимать, что после санкций, конечно, тут будет график не совсем револентный. Но сейчас посмотрим ради интереса. Так, поджимается под верх, пока не развернулся. Цели пока 140 и вверху на 280. Это я дневку смотрю. На самом деле уже разворот начинается. Вот он уже зашел в коридор. Уже нижнюю зону зашел. Я думаю, что это подъем, конечно, в сторону, наверное, как раз 190, как минимум до середины, я думаю, дойдем. Но ближайшая цель это 140, а потом уже 280. А если посмотреть на 5-минутки, что развивалось? А вот, кстати, нижняя цель, я тебе хочу сказать, 70. Не знаю, как у тебя. У меня тут 70, но разворачивается потихоньку. Так, ну а давай посмотрим на 5-минутки. Локально. У меня только не 280, а 282. Так, сейчас посмотрим. Так, локально, на 5-минутке до 129, и там кучу сопротивлений, пока, то есть, под вопросом здесь проход. Пока под вопросом. Внизу откат на поддержку хорошую 127.40. Ну, то есть, это закрепление в диапазоне пока. Это пока закрепление в диапазоне, а на дневке он уже, судя по всему, собирается потихонечку вверх идти. Здесь, кстати, тоже на 5-минутке. Вот у меня примерно такая же картинка, даже более того, он типа вышел из треугольничка, такой типа вышел аккуратненько и лег на верхнюю, тестировать верхнюю границу треугольника. Ну вот то, что я скажу, это такой ложный какой-то, мне кажется, какой-то некий ложный выход. Ну, пока что я вижу. Как бы не было такого, что он сейчас поползет по этой наклонной, такой, как еще не бывало, как он уже делал много раз. Но я думаю, что, скорее всего, он однозначно поползет вверх, потому что сейчас, как только ФРС выступит, и, собственно говоря, уже после этого он спокойно... Ну, там понятно, что доллар, скорее всего, будет крепнуть. Интервенции банка, они тоже уже будут в сентябре, то есть постепенно начинает возвращаться валюта, начинают и покупать валюту. То есть, ну, как бы сейчас банковская сфера, я думаю, она сейчас оживет по-любому. По-любому. Ну, нефти дождь на сегодня, вот прям конкретно дождь. А, кстати, смотри, Сбербанк же, он еще избавился от этого же, Delivery Club, по-моему. Да. Вот. Еще вот этот момент надо учитывать. Delivery Club отдали они Яндексу, а Яндекс отдал ВКонтакте. Я уже посмотрел, что Яндекс отдали и Новости отдали. То есть, грубо говоря, они разбили себя по секторам. Вот, кстати, сейчас будет интересно, какая будет реакция на Яндекс.Дзене. Начнет он нормально работать или нет. Потому что если ВКонтакт он переходит, то есть вероятность, что там начнется нормальная ситуация с таргетинговой рекламой, там, с монетизацией, как на YouTube и так далее. Надо будет смотреть на самом деле. О, сегодня же отчет, оказывается, у Сбера был. А, кстати. О, как. Да. О, как. 25 число, оказывается, у Сбера отчет. А они его не публиковали, какие молодцы.
А они подождут, скорее всего, во-первых, Пауэлла, а во-вторых, я думаю, не будут публиковать, потому что, ну, это информация для Конечно, врагов. будет. Для врагов, Конечно, будет. да. Но дождь капитальный, дождь прям надежный, давно такого не было. Так, господа, Прям такого да. дождика. Еще в голосовом есть вопросы какие, нет? Серег, пока вроде ответили. Спасибо, Слав. Все, Ага. кут смотрим. Давай, посмотрим. Ага, спасибо. Пожалуйста. Так, в YouTube вроде все ответил, господа. Если есть вопросы в голосовом, и тогда заканчиваем. Ну все тогда, давайте посмотрим тогда, как закрывается S&P. В принципе, 4171, пока так он и не взял наши 173, которые мы ждали, и в итоге на 180. Пока. Время еще час есть. Может быть, дотянут, может быть, нет. На этом, господа, тогда заканчиваем. Собственно говоря, ждем завтра выступления Пауэлла, готовимся к волатильности. Со следующей недели начинают торговать, сразу предупреждаю, если кто захочет, можете присоединяться. Пост будет соответствующий в канале. Вот. Завтра мы еще с маленькой группой потестируем, как говорится, еще проверим. Вот. Но в целом, как бы к следующей неделе готовимся. И те, кто не подписал на наш телеграм-канал Trade Analytics, подписывайтесь, Trader Club. Здесь у нас и голосовой чат проходит, как вы видите, да, и вопросы можем задавать. И, соответственно, всю информацию, аналитику и прочее я тоже кидаю туда. Сейчас немного подразгребусь со временем, и, господа, опять поактивнее будет в канале движуха, пока как бы не успеваю все. На этом, господа, всем спасибо, всем профита, ждем завтрашний день.